Ситуация на фронте. Несколько сел перешли из рук в руки. Зеленский раскритиковал Трампа. Тот обещает санкции. И на старуху бывает проруха. Известные кремлевские пропагандисты оспорили заявление Путина. Не только НПЗ. ВСУ нанесли удар по логистике врага у него в тылу. В американском Сенате хозяина Кремля назвали нехорошими словами. Диктатура Лукашенко продолжает убивать. Лавров собрался на покой. Он дал открытый намек, что устал. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. А начинаем с новостей с фронта. ВСУ достигли значимого успеха. Об этом можно судить по последним сводкам проекта Deep State. Украинские защитники отвоевали несколько населенных пунктов Донецкой области. По данным аналитиков, от захватчиков зачищена Владимировка, а вблизи Разина, Золотого колодезя и в Новоторецком противник отброшен. В то же время в Deep State отмечают, что враг сумел продвинуться в Серебрянском лесничестве. Со своей стороны генеральный штаб ВСУ сообщил о взятии под контроль еще одного населенного пункта села Заречного, тоже в Донецкой области. Слава Украине! Как утверждается на видео, это небольшая победа, заслуга бойцов 425-го отдельного штурмового полка «Скала». В ночь на понедельник, 8 сентября, российская армия атаковала Украину 142 ударными БПЛА типа «Шахед», «Гербера» и беспилотниками других типов. Силами ПВО было сбито или подавлено 112 целей. Украинские военные зафиксировали попадание дронов на 7 локациях, а также падение обломков еще на одной. Одной из целей агрессоры выбрали один из объектов тепловой генерации на Киевщине. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, не называя предприятия. Цель очевидна – принести еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы. Тем временем выросло число жертв воскресного удара по Киеву. Под завалами обнаружили тело еще одного погибшего после самого массированного удара Российской Федерации. Таким образом, число жертв выросло до 3 человек, среди которых 1 ребенок. Дональд Трамп опять заставил многих затаить дыхание. Его риторика в отношении Москвы опять остра. Разговор снова зашел о санкциях. На вопрос, готов ли он перейти ко второму этапу санкций, президент США ответил твердым «да». Правда, никаких деталей за этим не прозвучало. Зато потом Трамп заявил, что в ближайшие дни сделает один звонок, и это звонок Путину. Очень скоро, в ближайшие пару дней. После этого Трамп намерен встретиться с союзниками. У нас будут очень интересные переговоры. Знаете, Европа, некоторые европейские лидеры приедут к нам в понедельник или вторник по отдельности. И я думаю, мы это уладим. Пока президент США обещает второй этап санкций в отношении Кремля, злые языки спрашивают, а в чем заключался первый? Кстати, вы его заметили и ждете ли от Белого дома наконец действий, а не обещаний? Пока из Белого дома поступают идеи решить все по телефону с хозяином Кремля, из американского Сената звучат более резкие слова по отношению к Путину. Однопартиец президента, республиканец Том Тиллис, напоминает, как развивались события в последние недели. Президент Трамп встретился с Путиным 3 недели назад. С тех пор Путин встречался с другими авторитарными лидерами, чтобы сговориться против США, а потом вернулся в Москву, чтобы санкционировать крупнейший авиаудар по Украине с начала незаконного вторжения. Пора остановить этого лжеца и убийцу. Слова сенатора звучат как прямой вызов Кремлю и ясно дают понять, в Вашингтоне все больше голосов за решительные действия против режима Путина.
Украинские защитники нанесли мощный удар по логистике агрессора, причем на собственной территории врага. Бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады совместно со 2-м мотопехотным батальоном и батальоном беспилотных систем, а также с разведкой провели точные удары по вражеской инфраструктуре на территории страны-агрессора. 2 ключевых моста, которые оккупанты использовали для подвоза боекомплекта и личного состава, уничтожены. Как написали украинские бойцы, для операции использовали FPV-дрон на оптоволокне, так как у обычного под мостом пропадал сигнал, а мощность взрыва обеспечили мины, которые заложили на случай прорыва ВСУ сами россияне. Владимир Зеленский раскритиковал Трампа. В интервью ABC News президент Украины вынужден был признать очевидное. По его словам, встреча президента США с Владимиром Путиным стала именно тем, чего ждал Кремль. Я думаю, что президент Трамп дал Путину то, чего он хотел. Путин очень хотел встретиться с президентом Трампом, с президентом Соединенных Штатов. И, к сожалению, он это получил. Путин не хочет встречаться со мной, зато очень хочет встречи с президентом США, чтобы показать всем видео и фотографии своей встречи с ним. На Аляске Трамп провел с Путиным 3-часовые переговоры, которые он сам назвал теплыми. Для российского лидера была расстелена красная дорожка, а встречи касались войны в Украине. После этого в Белом доме Трамп принял Зеленского и ряд европейских лидеров. Однако в итоге Россия не только не прекратила огонь, но и де-факто Путин отказался встречаться с Зеленским, хотя такое обещание дал в ходе телефонного разговора с Трампом. А теперь новость, которая может заставить даже самых заядлых атеистов поверить в существование высшей силы. И когда я была уже уверена, что я не приду завтра в эфир, и, наверное, никогда уже не приду в эфир. Маргарита Симоньян заявила, что серьезно больна. За то время, что мы не виделись с вами с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь под этим орденом. Конкретный диагноз 45-летняя Симоньян не назвала, но намекнула на операцию в области груди. В конце прошлого года в кому был введен супруг Симоньян, также злобный кремлевский пропагандист 59-летний Тигран Кеосаян. Похоже, семейка поджигателей войны пошла против своего начальника, как они оба годами называли Путина. Ведь своими проблемами со здоровьем они подрывают заявление хозяина Кремля о возможности достижения бессмертия, сделанные им всего неделю назад в Китае в разговоре с Си Цзиньпином. А вы что думаете? Пишите в комментариях. Теракт в Иерусалиме. Боевики обстреляли автобус. 5 человек погибли, 11 ранены. 6 из них находятся в тяжелом состоянии. Огонь открыли 2 мужчин. Нападавшие были ликвидированы на месте. И, как сообщают местные СМИ, правоохранителям в этом помог гражданский. На место событий прибыл премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Мы боремся с терроризмом, с режимом хуситов и Ираном, который их поддерживает. В Газе, в Ливане, с Хизбаллой и на всех фронтах. Мы не отступим и не ослабим натиск. Мы активизируем наши действия и достигнем всех наших целей. Примечательно, что палестинские группировки «Хамас» и «Исламский джихад» прокомментировали нападение, назвав нападавших бойцами сопротивления, но ответственности за теракт на себя не взяли. Очередное тревожное напоминание Польше. Война рядом. В Люблинском воеводстве, недалеко от Тересполя, обнаружены обломки неопознанного беспилотника в районе пограничного перехода с Беларусью. По данным полиции, никто не пострадал, но происшествие вызвало серьезное напряжение у местных служб безопасности. Всю ночь силовики охраняли место падения, проводя осмотр обломков и оценивая возможную угрозу. Власти пока не говорят о происхождении дрона, но в СМИ появилась неофициальная версия. Это российский имитатор, который используют для отвлечения силы внимания ПВО от боевых.
Переговоры идут, политзаключенные умирают. Спустя пару дней после очередного упоминания Дональдом Трампом сильного лидера Александра Лукашенко и ведущихся коммуникаций о судьбе 1500 заложников белорусского диктатора пришла весть о смерти в заключении очередного политического узника. Речь идет об Андрее Поднебенном, отбывавшем срок в Могилевской исправительной колонии номер 15. Горькую весть сообщила мать Андрея, Валентина, в Фейсбуке. Какая-то сволочь лишила его свободы, а далее и жизни. Уходят лучшие. Мои золотые внученьки остались без отца. Радует одно, что более никто не сможет ни физически, ни психологически издеваться над моим сыном. Я верю, что кара Божья настигнет виновного, и ни одно преступление не останется безнаказанным. В 2022 году Андрея осудили на 16 лет и 8 месяцев по 6 уголовным статьям, в том числе об умышленном уничтожении имущества, оскорблении Лукашенко и представителя власти, акте терроризма. По информации правозащитников, у Андрея было российское гражданство, но с 6 лет он жил в Беларуси по виду на жительство. Ему было всего 36 лет. Это далеко не первая смерть политзаключенного за последние годы. Правозащитникам известно более десятка таких случаев. Война – это мир, свобода – это рабство. Российские власти известны своим умением воплощать антиутопию Джорджа Оруэлла в жизнь. Но время от времени они способны удивить новой дозой наглой лжи. Вот и шеф путинской дипломатии Сергей Лавров сумел, если не превзойти свой старый перл «Россия на Украину не нападала», но то выдать нечто похожее. Это в западном стиле было выстраивать берлинские стены, условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством, которое было Советским Союзом. К сожалению, для Сергея Лаврова многие еще помнят, кто на самом деле построил Берлинскую стену. Это как раз СССР и его сателлит ГДР. Хотя, может, Лавров просто намекает Путину, что устал, забывает элементарные вещи и ему пора на покой. Как думаете? Напишите в комментариях. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.